Тёма, куда ты дел мою мышку, извиняюсь? Ладно, тебе облил молот, давай. Что, куда? Спасибо. Ты в продоте уже больше 8 лет, даже 10. 10, да. 10. Сравни, пожалуйста, продоты тогда, это, наверное, какие-то 3 этапа. Начало, середина, это когда было ВП у тебя, и сейчас 3-й этап. Первый этап моей карьеры, чем отличался сейчас и тогда, тем, что, наверное, тогда было в Вайбове, и для меня это тогда было мечтой. Я смотрел на Артизи, я помню, очень много, на Дэнди. Дэнди тогда уже немножко поддавался, как киберспорт, но тогда Артизи был на подъеме, Самаил, и, я не знаю, это какая-то магия была, попасть на первый инт, мечта, вот. Это с того, с чего началась моя карьера. Первый мой лан в моей жизни был International с Соло, Магом, Пашей и Семеном, по-моему. Это было просто очень вайбово, круто. Первое новое турнир, лимузины на интернешнале от тебя относятся как не знаю, как к футболисту какому-то крутому очень. И просто мега-мега вайб. Вот это был второй этап моей карьеры, наверное, это все же Virtus.pro был. Это когда уже я начал достигать результатов, мы начали вместе это. Сначала у нас не шло, но потом что-то засияли, и мажоры пошли. Все стало очень-очень профессиональным, отношение стало профессиональным, и Dota очень сильно изменилась в тот момент. И мы как-то, не знаю, поймали волну и на этой волне ехали. Третий этап моей карьеры — это сейчас уже, когда я спустился с тех мажоров в глубину низа куда-то. Сейчас опять вот вроде как все нормально, надеюсь, так и будет продолжаться. И сейчас очень сильно отличается от первых 2 этапов, потому что Dota стала, сама сцена стала очень профессиональной. Если раньше люди играли в Dota более, наверное, на каких-то инстинктах по кайфу, и кто-то там умел думать, там, в 15-18-19 году, то сейчас Dota, она очень компетитив и очень большой уровень соревновательности. И 250 условно игроков в мире, которые могут играть примерно на одном уровне, там, и 50, которые играют на самом высшем уровне. И из-за этого Dota стала прям, дотошной. То есть ты должен практически, чтобы оставаться сейчас в топе, ты должен играть постоянно, нон-стоп, и в микроскеле ты вообще не должен отставать ни на секунду. Дима, найслата тебе. Постучался бы, в косынку бы поиграли, я не спал. Часа 2 спал. Дим, ты долгое время уже играешь в профессиональную доту, поэтому просто что заставляет тебя утром включать компьютер и пошел тренироваться? Я люблю эту игру. Я думаю, это самое главное, что в целом меня мотивирует. Так, очевидно, хочется становиться лучше день за днем, раз уж я посвящаю свою жизнь этой игре. Это, я думаю, моя главная мотивация. Ну а так, в целом, я с детства люблю игры. Это все-таки стоит отметить. Думаю, даже если бы я не играл профессионально, я бы все равно включал компьютер примерно каждый день. А что, у тебя руки потеют, Соблюдаешь ли ты work-life balance, или это там история, когда ты четко уходишь головой в работу, и ты большой работяга, и у тебя не остается там времени на себя? Я думаю, все-таки у меня есть баланс, если говорить честно. У меня есть, скажем так, вне игры там, девушка, питомец, семья. Я часто, скажем так, провожу время и вне игры, но при этом, учитывая, что все-таки я живу на домашнем, я все-таки много играю. То есть у меня реально есть баланс. Там, с собакой погулять каждый день, очевидно, поиграть в доту, очевидно, каждый день. Ну, там, за исключением редких выходных, редких каникул, которые бывают. Так я заметил в году только одни большие каникулы — это Новый год. И тогда я не играю в доту, там, могу не играть в доту 10 дней, условно. 10? Николай, а можно уменьшить Это в колоре. Можно уменьшить его или нет? Каникулы-то мне 10. Ну, можешь, да, вот так. Так? Я понял. Вот, смотри. Это заслепает, Саша. Двигайся. Почему ты не решился на финальное изменение игровой позиции? Ты все еще в миде, ты пробовал себя на core-роле, многие игроки переходят на 3-ю позицию, опять обратно и так далее. Почему ты все-таки решил, точнее так, что у тебя не получилось на core-роле
что получается в миде? Первое мое изменение роли было, когда была корона. Я поменял роль на тройку в Just Terror с Рамзесом Соло и Самаилом в составе. Тогда был очень сложный состав, после чего как бы мы разошли. Ну, я сказал ребятам, что я не хочу, хотя продолжать в таком составе. И ребята решили дисбанднуться по какой-то причине. Мне очень нравилось тогда на тройке играть, у меня был сложный период в жизни, помимо этого. Вот, я решил поменять что-то. Мне очень сильно понравилось, мне Рома Рамзес говорил, что у меня очень хорошо получалось на тройке. У меня был очень сильный импрув, но там в составе были огромные проблемы, и как бы, ну, я такой, ладно, вернусь на мид, условно говоря. Типа, не получилось 3 месяца, вернусь к тому, что есть, хочу на ин попасть. Следующее мое изменение было, это когда я решил поменять на керри роль, я, честно, не... потому что меня не взяли в Liquid, там был выбор между мной и Нишей, как мне Блиц говорил. И там еще пару составов было, но которых уже это было после сингапурского инта, которые Тундра выиграли. Я тогда хотел попасть именно к топовым каким-то ребятам, поднабраться опыта, и мне написал Сеп, что они ищут как бы керри себе в команду. Я такой, блин, Топсон, Сеп, Нутейл, звучит как охуенная история. Нет. Не пошло. И я просто решил, да, что моя роль это мид. Сыграл месяц на миде, попал на инт через SMG, засветился, меня взяли. Я не буду, я сейчас буду курить. Я, к сожалению, не могу. And it's again like this, see? It's against something. А на этом компе тоже? Конечно. I don't know, maybe. I'll try one more thing and I will swap. Ну, у меня сломан комп. Мартин. Старина Марти просто Сломал. проломил, походу, что-то. Слет. Как я уже говорил, ты долгое время на профсцене, но победа на Бангкоке была первая победа такая большая в твоей карьере. Не почувствовал ли ты какую-то историю про, не то чтобы закончить, но я прошел доту, или хочется больше? Точно не почувствовал. Скорее, если честно, в финале Бангкока я был как-то чрезмерно спокоен, что ли. Просто знал, что я сделаю, что в моих силах. Если этого достаточно для победы, я выиграю. Если нет, ну что ж, я сделал, что мог. Получилось так, что этого хватило. И мы победили. С счетом 3-1, кстати. Ну, довольно уверенный счет. Как бы одна закинутая, но... Точнее, одна в целом не очень пошла по нашему плану. Дальше все пошло по плану. И ощущения скорее такие, что... Как бы смешно не звучало, теперь понятно, как все-таки побеждать. Что типа для этого нужно. С этим хочется просто еще дальше работать, выигрывать. Which of the buttons? One of the buttons. Да, она новая, она не должна ломаться. Типа и 3 месяца было бы странно. Да, она 3 месяца почему. Bro, but it's mix of keyboard plus PC settings. Remember in one bootcamp I couldn't press like Windows key? It's because like they full disable this key. So there might be some settings like changing how your keyboard behaves. I think it's fine. Now it's good. It's good actually. Now you see, I can It's probably steam. this button stuck. That's why it's good time now. Okay, good. Actually good. Thanks a lot. Это может быть в течение этого турнира, любого другого, но помнишь ли момент, когда ты заколил какой-то мув безумный, и он сработал, он получился, это повлияло на игру там, кардинально? Я помню несколько типа таких прикольных моментов. Но в целом давайте выделим моменты против хорошей команды. Это будет, кстати, 2 момента против одной и той же команды. Первый момент на сингапурском инте, где мы стоим под Рошаном. Вот игра вот просто под Рошаном, просто 2 команды стоят под Рошаном, я играю на СЖ, я птицами форшу бот, Зая на Аксе тэпается на бот, показывается, и мы сразу же принимаем файт 4 в 5, потому что я призываю просто птиц на СЖ, выигрываем файт, забираем Рошана, выигрываем игру. То есть это первый момент. Второй момент тоже против команды Liquid, это где мы играем, кажется, это была вторая игра, да, против второй игры, где я играл на Волке, и там, ну, мы ведем игру, все классно, начинается какой-то рандомный файт, где они просто берут с нашего гирокоптера, уже ситуация 4 в 5, я понимаю, что какая-то хуйня. Я говорю, типа, я пойду просто Мегас сделаю. Он говорит, окей, я поспейшу, и в целом там получилось так, что я сделал Мегас, нажал букву Out, потому что у него был Вашера. Ну, то есть да, против команды Liquid оба момента, которые там помнятся. Currently in full control. That there wasn't the part of the game where you could say, okay, this team is definitely winning a lot. Well, Spirit are now. They are gonna go for him a bit. Big Magic 1 popped here in a 3 versus 2. Building up here. Nightclap's got his Alpha now, but it's not gonna be enough. No one rotates back as well, and Radon gonna get hit by the Assassinate. That's a double kill for the Sniper. Wanna get closer. Room's the one to initiate with a stun onto TN. TN's gonna get jumped on, but they're just dying with this one. Radon is surviving for now.
over. They're just gonna call GG. That was a perfect start to the fight for Body Vision. They go for a sniper, they don't get him, he gets himself into a... Ну, проблем нет. How to win the game? Guys, it's 15 minutes. I'm gonna show they're 2k ahead. We should be 3k ahead. How we are? Just get... Сейчас про роль больше не игровую, а твою как человека в этой команде. Многие думают и считают, что ты капитан. А так ли это? Если это так, как ты сам чувствуешь эту роль внутри, если это ответственность на тебе? Я вообще не думаю, что у нас есть капитан в составе. То есть, условно говоря, это зависит от игровых обстоятельств, но я думаю, мы больше делим это с Дукой, эти обязательства именно капитанства. То есть он колет какие-то игры полностью, я колю какие-то игры полностью, или мы там друг друга дополняем. Также подключается Диман очень много. ДМ. Сейчас еще и Алан может подколивать. То есть, поэтому я не думаю, что капитан именно по геймколам в составе есть. Но вне игры, я думаю, у меня, да, я капитан, но я не этот, как бы, у нас демократия, скажем так. Есть. Это все, если это не происходит, то людей не мы проиграли игру за 20 минут. Шанс. Кто тебе сказал, что мы сидим? Да, потому что есть второй дабл, когда играл вместе, мы первый нападаем на стене. Когда у меня алхимик и 2 саппорта, умираю через 40 секунд, но все. Возвращаемся 10 лет назад. Какие бы 3 совета ты себе дал молодому тогда? Быть более терпеливым, принимать свои ошибки и не бояться их совершать. И вложить в биткоин дохуя бабок. Тоже отдельный совет. Оверолл, да. У него очень хороший план. Нет, потому что Эдгар сказал, я говорю, пытался герой. Но он не бесит. Тем, что они просто пропадают с карты, потом попадают в пятером где-то в какой-то точке. Если бы ты был организатором турнира, какой турнир для тебя идеальный? Формат, место проведения? Я об этом думал, на самом деле, вот непринужденно. Я думаю, что самый крутой турнир был бы в паре Streamers Battle. Он проходил бы вот в Москве. Как бы хотелось бы дома что-то, в чем-то поучаствовать дома, не только уезжать куда-то. Вот. Ну, очень хотелось бы, чтобы там поучаствовал. Состав команд, там можно было рекреента позвать, там Рожи, ну все в паре ребята, как бы, кто с нами, скажем так. Было бы реально классно. Призовой фонд, честно, пофигу. Главное, чтобы эмоции было и был афтерпати. Вот. Вов, 6 лет без больших побед. Терял веру или верил до конца и ждал, что рано или поздно придет? Ну, веру я в себя не терял, именно в плане как то, что я могу выигрывать. Но веру в то, что я смогу попасть в один состав, я потерял на самом-то деле. Я не думал, что я уже смогу попасть в такой состав, потому что Dota Sun, опять же, все больше как бы становится, ну, плотнее становилось, и очень сложно было втиснуться куда-то между хай-тир игроками, вот, потому что все как бы смотрят всегда в сторону молодых, что понятно абсолютно. Колу надо нагреть. Для кого? Дука болеет. Что ты Благо колу нашли. Да нормально, что, обсудили, все. Нормально? Да, конечно, все хорошо. Нет, с Металкой у нас все хорошо в команде. Все обсудили, все норм. Поняли, где что не так. В любом случае, первая игра, утро, сейчас раскликались, вармап, все нормально. Yes, but he has seeing red, so it could proc on itself, and good Laurel. The Clockwork's truly being a nuisance. Now DeCollis comes in as well, and Laurel trying to rotate. so the fight's gonna be Collapse is kind of surrounded here, but a very tanky boy as he is HP, and he's dropping lullabies from now. Nice Winter's Curse, and here comes Team Spirit with firepower. DM on the side as well, going to get the beautiful stun of Safari Vision. The sun's going to be dropping low, but the Thunder comes out just in time. Is lying away from here, and Pari Vision will retaliate. big run now again. They're gonna be in a 4 versus 5 scenario. There's no coil. Retaliate Manta, he needs some help. Pari Vision to tie this series up. Possible 7 to start off with, but they're doing it. Can they finish it off? Yes, they can. GG. Guys, enjoy. Amazing win. Enjoy. No. But get back to fundamentals. We shouldn't win this game. Valve gift us this game. It's only about one way.
Я говорил уже по поводу сесть, остановиться, но вернусь к этому моменту. Не знаю, ты играешь еще 5-6 лет, неважно сколько. Но в какой-то момент ты вот достигаешь какого-то уровня, и ты говоришь, все, надо остановиться. Что это за уровень, что это за отметка? Честно скажу, я не знаю, и пока знать не хочется. Можно еще, скажем так, года сока устроить себе, выигрывать там много турниров, а дальше посмотрим, как реально почувствуешь. Я же не знаю, у меня пока этого чувства точно нет. Если я об этом даже не задумаюсь, думаю, это хороший знак. Чуть-чуть про ВП. Ты сам сказал, вы были на волне, 5 мажоров, все здорово. Ты помнишь момент, я помню момент, когда вы только собрались, и момент, когда вы выиграли 5 мажоров. Насколько это разные две команды были? Ну, мы менялись на всем протяжении пути, но если бы так брать, в начале пути мы были очень голодные, в конце пути некоторые игроки, скажем так, уже были наевшимися котами. Мне просто один раз на Продоте написали этот пост, что я наевшийся кот. Я на всю жизнь только запомнил. ВП на Инте почему не получалось каждый раз? Прешер очень сильный со стороны, внутри организации был прешер. Как бы, что мы должны, нам нужно выигрывать, это плохо. И плюс еще внутри команды было то же самое. Я неоднократно помню, типа, слова, если мы, блядь, не выиграем в этом году, нам пиздец, я думаю. Круто, спасибо, ребята. С кайфом поиграю сейчас и приеду. This guy online is still looking for you, maybe in the corner. But still, go back to fundamentals. It's gonna be easy. It's daytime at this moment. Да, мы убивали всех. Теперь про доту непосредственно. Важен ли в доте рейтинг сейчас, как, например, это было раньше? Но он всегда был важен для того, чтобы попасть в про-тиму и играть просто, ну, то есть засветиться в первую очередь. А во вторую очередь он был важен, чтобы играть просто на хай-меморе, тренироваться с самыми лучшими игроками. Поэтому, типа, ну, в этом часах он важен, а так это бесполезная цифра. Ты сказал про HMMR. Есть лига Ризоли, которая только что запустилась, как альтернатива ладдеру. Есть ли в этом смысл или все еще ладдер будет рулять? Ну, я думаю, если это сделать грамотно, пообщавшись со всеми организациями в ЦИС и ЕУ и собрать коалицию именно игроков со всех этих команд, договориться о том, как это будет, и чтобы они это делали, играли, то это было бы, имело бы смысл. А так туда пригласили сейчас людей, с которыми, ну, в целом я не хочу в лобби заходить. То есть есть там мейн-контрол условный, который сошел с ума, и просто каждый паблик на меня орет. И типа, ну, я с ним не буду играть. Поэтому я не уверен, что есть смысл в такой лиге. Она должна как будто бы сделать быть грамотной и среди только, типа, там, условно, пару тиров, хай-тиры, Первый дивизион, там где только топовые игроки и там парочку приближенно. Второй тир — это уже условно там остальные, и третий тир — это... Ну, короче, она должна быть как-то сделана более грамотно. Это, я думаю, лига не проживет. Все кайф? Все кайф? Хорошее настроение. Ребята довольны? Да, только у Дуки 37,2. They see the clockwork again. No one with them. No one with his quick fingers sends everything out onto Laurel, onto Maposa. Maposa's gonna die. Jacob is gonna survive, and Laurel is in trouble. He's still alive. Radon's coming in though from the side. This Monkey King goes down, and now Radon's gonna unleash himself onto no one. Meanwhile, there's a secondary fight, and they're gonna be joining in. It's gonna be Satanic, joined by the Darkseer. Satanic, not coming. Scotty really hurts Satanic's regeneration. No thunder. Not feeling too great, but the TB is down. No buyback. Back coming in, the Hex is onto Laurel. Rue with the cone stun. The roar, it's on Satanic. Satanic's gone. His first life is out. He's got a second one. And now, Team Spirit, they're so close. They're so damn close to securing an upper bracket position and dropping Power Vision down to the lower bracket. Beautiful Only so much needed. This Lion is carrying so hard, but with Satanic and then charging on Radon, can they get the TP out of the way? The Tornado, the Sunstrike, he's gone. But he does have a buyback, but at the same time, the base, the creeps are hitting the Ancient. The creeps are on the Ancient while the fight's going on. With DM, they will lose Satanic, and they will lose this game. 67 minutes in. Team Spirit will advance to the second round of upper brackets. Если сейчас посмотреть на всех продотеров, которые есть, кто, по твоему мнению, уже прошел доту? Кому уже, не то, что можно заканчивать, но по статусу положено? 4 игрока Spirit выиграли в доту на 3 крупнейших турнирах. Действительно большие победы. Думаю, каждый из них прошел доту. Это классно, это уважаемо. Пора набирать столько же регалий.
сейчас шли 3 квала друг за другом, очень много игр и так далее. Мы же были заинвайчены на турниры сразу. То бишь у нас не было официала какое-то время, да, там больше 1,5 месяца. Для нас, для тебя лично, это плюс для того, чтобы ты мог поддерживать форму сам, это КВ, это пабы? Или это минус и нужно иметь официальные игры в это время? Я думаю, это огромный плюс с учетом нового сезона, в котором у тебя будет миллион турниров. Мы по факту, там, начиная с конца НТА, у нас было всего 2 недели отпуска до Бангкока. И то есть мы 3 месяца в доту сидели, играли, ездили по ланам, и я не думаю, что какая-то неделя квалификации очень сильно изменит то, что мы уже наработали. Плюс патч еще не вышел. Вот если был бы новый патч, возможно, это решало бы. А так, я думаю, это только в плюс командам, которые много играют на турнирах. Я рад тому, что я не играю квал. Слышишь? Да. Надо разгонять еду купить соли. Он, помнишь, я показывал, там есть соли? Что? Я тут проиграю. Уже нет? Нет. Про твой интересный опыт тренером. И тренером он Найпандас на T12. Как ты пришел к этому решению, как вообще эта возможность появилась, и почему ты сказал «да»? Ну, мы, короче, проиграли квалы. Я думаю, какой тель? Так хочется на инт. Вообще, типа, просто ужас. И мне, по-моему, в тот же день, типа, Ромыч пишет, что ты в теории не хотел покоучить? Я напишу, да, кстати, на самом деле интересно звучит очень. Вообще с кайфом был. Ну и мы там списались, он сказал, окей, типа, у нас варики там, типа, ты попей. Если попей, типа, канцелит, то го, типа, с нами. Получилось так, что попей заканцелил, он поехал за SMG играть, а я, получается, поехал, ну, я пошел на буткэмп командам, мы там, типа, работали пару недель примерно, вот, и потом поехали на инт, там выступили. В целом опыт, на самом деле, классный. Единственное, что жаль, что у меня тогда не было достаточно, скажем так, компетенции как тренера, чтобы сделать больше, чем я сделал. Если бы у меня сейчас были, условно, те знания, тот тип работы, который дает Астини, условно, нашей команде, я бы точно мог сделать намного больше. Вполне возможно, результат был бы, кстати, даже лучше. Но, честно говоря, соперники попались тоже не из легких. Гладиаторы в прайме и эти... Там же были еще в прайме ЛГД, которые заняли либо топ-3, либо топ-4, не помню. И в группе еще Spirit были. То есть тяжелый был путь. Реально вот тяжелый был путь тогда. С каждым патчем Dota становится все легче и казуальнее. Считаешь ли ты это верным вектором от Valve или нет? Ну, если честно, мне нравится Dota в том стейтменте, в котором она сейчас находится. Мне кажется, она, наверное, это самый балансный патч, что я видел во что я играл за свою жизнь. Просто они не выпускают новый патч, и это бесит. А так, мне очень нравится сейчас Dota. И, ну, казуалит и казуалит. Ничего страшного, как бы. Все равно она сложная игра. Если заказуалили начало игры, то все равно потом будет, ну, как бы, ну, все равно она очень-очень сложная. Да, есть. Ага. Я пиздец готов сегодня 2 серии играть. На всякий случай. Мы можем уходить уже, да? А? Я не знаю, что это. Да оставляйте тут, пошли. Вообще, после завершения карьеры игрока, ты думал о том, чтобы стать тренером? Я думаю, да. Сейчас бы я... Во-первых, я об этом думал, точно. Во-вторых, я понимаю, что, учитывая, какой у меня, типа, есть багаж знаний, вот, будучи, типа, киберспортсменом, плюс работая, типа, с людьми, там, условно, Астини, там, спортивный психолог в паре, много людей дает отличный багаж знаний. И с этим багажом знаний можно даже в другую дисциплину прийти и давать людям импакт, мне кажется. Но это точно не в ближайшие, там, лет 5, условно. Здорово, здорово. Здравствуйте. Не забудьте, пожалуйста, про 2 вещи. Про огонь. Это прям обязательно нужно помнить. Он будет. И он горячий. Поэтому да. Все. Там есть белая линия. Вот там вот дальше мы наклеили. А после игр за нее просто не заходите. Хорошо. Это чтобы вас зрители не видели. Оказуаливание, если есть такое слово, как это влияет на твою роль в игре? И влияет ли?
Ну, самое кардинальное изменение было давно уже, когда мид изменили, он стал проходным двором. То есть там любой чел приходит и как бы качается против тебя, что бы ты ни делал. Деная убрали, вот руна добавили, кемпы добавили рядом, и все, как бы удачи запрешили. Поэтому, ну, это прошло уже. Сейчас изменений практически нет в миде. В наушниках будет белый шум. Он настроен так, что у всех он одинаково. Громкость менять нельзя. По игре вообще общаться нельзя. Ну, нельзя писать в чат игры даже. Рисовать на миникарте. Рисовать на миникарте. Сидеть молчать. Нужно будет делать выбор монетки до ухода со сцены. Окей. Все. Давай, предположим, ты там играешь не на таком высоком уровне, но на каком-то уровне. Тир-3, там, проходишь, не знаю, там, квалы какие-то и так далее. Как думаешь, такого рода игрок может стать хорошим тренером? Или обязательно игрок должен быть успешным, чтобы стать хорошим тренером? Ну, на самом деле, думаю, может. Есть, на самом деле, пример, как бы, это странно не звучало, вот пример Дахака. Именно как сам игрок, он, ну, звезд с неба не хватает, как есть выражение. Он нормально играет, но звезд с неба не хватает. Но при этом люди, которых он коучил, они мне говорили, что он давал типа супер импакт, реально там супер много классных вещей говорил. Просто в моменте уставали они как люди друг от друга, скажем так. Вот. Но импакт он давал лютый. Вот вам живой пример. Никита реально крутой тренер, со слов многих людей, которые с ним работали. И он много полезного делает в команде. Слушай, а хорошо. А какой штраф в случае, не знаю, какого-то разговора или диалога? Во-первых, в первую очередь стоит отметить, что это запрещено в целом. Мы понимаем, какое наказание. Что-то хотеть обсуждать. Вдруг мы будем проигрывать, напряженная обстановка, у вас пауза, типа, да. Сидеть, молчать. Я захочу шутку рассказать, возможно, просто чтобы люди расслабились. Конечно. Типа, и это хорошо, скажите мне, какое будет наказание? I understand the idea of the rule, but it will just make worse. It is cringe. It will just make worse, this rule. They do this so you don't do tech pauses, but tech pauses will be even worse because you break the other team thought. Like if you cannot speak and it's pause, like it's the worst rule I ever heard in my life. Можно ли сейчас киберспортсмену жить без медийки и быть успешным? Ну да, я тому, наверное, пример. Потому что я не занимался своей медийкой вообще. Планирую этим заняться уже давно, но да, можно. Но это не то чтобы круто, лучше и тем параллельно заниматься. Ну, типа, есть там условный Ятора, да, который, как бы, ну, он не развивает свою медийку, она у него просто есть, а то, что он, как бы, Ятора. Не мешает же это ему охуенно играть, условно говоря. Возвращаясь назад в начало своей карьеры, какие бы 3 совета ты дал сам себе? Честно сказать, могу выделить только один совет, но он как бы, наверное, объединяющий. Фокусируйся на своем геймплее. Просто фокусируйся на своих действиях, на своем геймплее. Максимум фокуса. Честно говорю, другие советы, они намного менее важны, чем вот этот. Поэтому даже упоминать их не стоит, как будто бы. А звук же идет отсюда, да? White noise идет отсюда. У меня ничего нет. Ты был на Health Awards. Да. Скажи, пожалуйста, почему в Доте нет подобной премии? Считаешь ли, что она нужна? И если бы сейчас она проходила, кто бы стал лучший с каждой позиции и забрал бы призы? Я хуй. Я не знаю, почему нет такого в Доте. В Доте как будто бы вообще ничего прикольного нет по сравнению с другими играми. То есть там такого подавно. Это было бы точно прикольно. Первые года это, скорее всего, бы выглядело очень странно и необычно. Я что-то вижу очень давно, уже 20 лет там в Counter-Strike, да, делают эти топы. Поэтому все хотят там быть, все в этом топе, это очень престижно, классно. В Доте первые года, наверное, будет это всем пофигу, но потом со временем это приестся и станет уже как религия условная, какой-то дотерской. Было бы круто посмотреть на это. Кто бы победил керри этого года? Блин, сложно. Ну, то либо Микки, либо Драчье, либо Пьюр. Я не буду, наверное, выделять никого из них, у них у всех разные результаты. Топ-2 мидер — это либо Квин, либо Малрин, либо Ниша, опять же, да, вот с этих команд. Ну, пусть будет Ниша, он Инт выиграл. 3-й это будет, думаю, 33-й, 4-ка это будет, пусть 9-й класс, открытие года, новый молодой этот, и 5-ка, ну, пусть Дука будет тоже. Я бы Тренер? Тренер? Я бы сказал Осенин, но он только один турнир с нами выиграл. Ну, как бы мы с ним, точнее, один турнир выиграли. А так, пусть будет Блиц. Они очень крутые результаты показали в этом году.
Нет. Если там команда оппонента будет вести, мы делаем паузу, говорим, что лагает, и ты разряжаешь обстановку какой-нибудь шутеечкой или еще что-то, то как такового наказания не будет, а будет предупреждение. Но они все равно проанализируют после игры и скажут свой вердикт. По факту это можно сделать. Не, я хочу, чтобы перестраховаться. Так что все норм, все норм. Давайте, бунтовать. И последний вопрос про наше расписание. Где мы играем, как мы играем. У нас сейчас фиссура, потом Blast, потом Dream League. То бишь мы примерно знаем наше расписание до там, на следующий полгода. До марта, да. Ну, март, и как минимум там предполагаем, что у нас будет там EVC и TI. Какие цели ты ставишь сам перед собой и ты ставишь перед командой со своей перспективы? В моем понимании цели не меняются. Мне нужно, давайте скажем так, вот мы выиграли LAN-турнир крупный, да, классный. Пора показать, что это была не случайность, как бы и другим людям, и самому себе. Поэтому пусть бы у меня будет такая цель. А командная цель не провалиться. Очевидно. Как-то так она и звучит. Судя по тому, как мы играем, у нас очень хорошие шансы быть в тройке лидеров и бороться за первенство на турнире. Это мое мнение. Посмотрим. Выйдем на улицу, подышать свежим воздухом. Аря, поставьте настройки, чтобы у вас не шипело, когда вы наушники надеваете. Не шипело? Да. Как это? Аудио кэпчер. Wi-Fi должен быть. Нет, смотри. Ты сказал про Алана. А что-то изменилось в команде кардинально после его прихода? Или это точное изменение, которое команду просто направило в лучший вид, в лучший вектор? Ну, судя по пракам, которые мы играли, это точно в лучшем виде из того, что у нас херопул больше стал, больше опциональности какой-то стало в играх, а вне игры просто как бы языковой барьер пропал, мы вместе все общаемся, угораем. Он любит бывать Дукалиса очень сильно, это тоже смешно очень. Как бы, мне кажется, он просто дополнил нас очень хорошо. Вот, но это опять же нужно посмотреть, как оно будет на турнирах. Вот когда я вот так вот сажусь, должно быть чувство. Вот с этим ничего не поделать. Вот с этим люфтом? Ну да. Мы с тобой обсуждали до этого, что дотеры 6 лет назад, 8 лет назад, дотеры сейчас два разных типа личностей. Да. Расскажи об этом. В чем разница? Между мной и Аланом, условно? Условно. Блин, ну я могу... Ну, кстати, вот хорошо, вот у Дуки со мной 5 лет разница, по-моему, да, у Дукалиса. Вот мы с ним мало чем отличаемся, мы просто профессионалы, то есть мы вот очень похожи. Мы там по делу строго, мы позитивные, по делу работяги. Вот Алан же просто как бы, он много работает, точнее много играет, но он такой прям мальчик еще, знаешь. И он такой светлый-светлый и... Просто сидит, играет, там что-то аккуратненько там пошутил, вот это вот, поиграл, подсказал, слушает очень много. Не знаю, как описать даже. Это просто огромная, колоссальная разница в возрасте, именно, вот даже не в игровом опыте. Играет в Dota, то он и колет хорошо очень. Есть ли турнир, который ты хочешь в этом году выиграть прям 100%? Каждый турнир. Я хочу каждый турнир выиграть, честно. Вот, неважно, будь это там Big Ben Universe или будь это Риад, я очень хочу выиграть любой турнир. Я просто не люблю проигрывать. Нигде.